Мы будем сегодня говорить беспристрастно и без всяких там, я не знаю, люблю, не люблю. Просто будем оперировать фактами про этот продукт, ну и про два его вот этих вот джойстика. И для того, чтобы это было беспристрастно и нормально, я бы хотел начать с того, чтобы описать нормальное такую как бы рекламную кампанию, которую вы видели, наверное, от многих блогеров, которые восхваляют его. Создается впечатление, что им хорошо за это заплатили. Которые просто в полном восторге от этого. Которые прямо прыгают с ними. И забывают обо всем, что касаемо реальной ситуации с этим продуктом. Так все же, это провал десятилетия или это прорыв вперед? Я блогер. Это подкаст просто о сложном, и мы хотим разобраться с этим продуктом. Невероятно реалистическое путешествие назван один из обзоров одного из блогеров. Oculus Quest 2, я прямо читаю с экрана. Это полностью автономные очки виртуальной реальности с цветным дисплеем и степенями свободы. Играйте где угодно в захватывающие игры, не нуждающихся в мощном компьютере и отслеживающих датчиков. Встречайте обновленную, более мощную модель, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, с памятью 128 гигабайт. Давайте будем по частям говорить. Первое. Полностью автономные очки с мощнейшим процессором. Вы серьезно? Вы видели, какие игры без подключения к компьютеру эти очки выдают? Это примерно 10-15-летней давности графика. Это совершенно полностью не игры этого поколения. Кто играет в нормальные игры. И во что можно играть? Это только можно играть, действительно можно, в какие-то спортивные, какие-то игры на движение, которые с хорошей графикой практически не имеют никакого отношения. Я говорю сейчас про автономные. Автономные очки — это когда вы можете поиграть в хорошую игру не более 2 часов. Это называется автономность, по вашему мнению? Это где вообще такое видно? 128 гигабайт базовая версия. А теперь вспоминайте, сколько вообще должна весить AAA игра. Сколько игр уместится вот в этой вот обалденной памяти на 128 гигабайт. Да у меня телефон на 512, а то и на терабайт. А здесь очки виртуальной реальности. 6 степеней свободы. А теперь я вас попрошу, кто-нибудь пробовал эти очки без датчиков попробовать использовать, к примеру, на яхте или на судне, или где-нибудь, где идет движение, в поезде, если у вас каюта экстралюкс. Вам должно быть гигантское пространство, во-первых, для того, чтобы нормально ими пользоваться. Во-вторых, у вас должен быть начерчен этот квадрат или круг, где вы сидите. И только там вы можете играть. Там, где вы играете, должно быть не шелохнуться, ни движения, ничего. Тут ничего фундаментального они не придумали. Вот если бы, допустим, они могли бы сами отслеживать руки, ноги и так далее, и в это время, к примеру, что-то там качается, движется и так далее, ну тогда бы я сказал бы, это действительно 6 степеней свободы. А здесь я не вижу этих 6 степеней свободы. Вы заперты в этом квадрате или круге и в нем и играете. То, что вам показывают рекламу, где люди прыгают, бегают, они прыгают именно в этом квадрате. Там 2 на 2 и все. Немножко вышел из игры. И где эта степень свободы? Вопрос, наверное, так и повиснет в высоте. И так и не смогут мне на него ответить.
Автономность, еще раз я к этому обращаюсь, это тогда, когда очки бы держали бы хотя бы, ну давайте так, хотя бы 4 часа, я не говорю о 6. Если бы они так держали, то можно было бы поиграть 3 часа в какой-то шутер или в какую-то игру, или посмотреть, как вы рекламируете очень хороший фильм-блокбастер, с помощью которого, если вы совершенно хотите посмотреть в очках, ну давайте и это коснемся. Они настолько тяжелые, что через полчаса или час у вас затылок вот от этой громадины будет уже болеть. Притом, это я вам показываю версию уже очков, где сделано вот это вот распределение тяжести на специально купленном ремешке. Мы еще не коснулись их цены и не коснулись, сколько надо вложить в них для того, чтобы они были более-менее user-friends, как говорят. То, что они продают, это резиночка для трусов, прошу прощения, которая слазит, и очки вот так вот бегают. И когда у вас температурка немножко больше в том месте, где вы играете, вы полностью все запотеваете и течет. Ко всему прочему, тяжесть не распределяется, и по этой самой причине они у вас то свисают, то перекашиваются, то еще что-нибудь. А если вы перетягиваете, вы будете все в этих перетяжках. Приходится покупать много ни мало вот такой вот ремень, который тоже стоит, если я не ошибаюсь, долларов 150 к цене. И тогда вы можете играть. А если вы хотите играть более 2 часов, вы купите точно такой же. Он вот так вот регулируется. Плюс гигантский поwerbank, который будет у вас сзади. Ну да, тогда вы сможете играть. Только выдержит ли ваша шея, выдержит ли ваша осанка и так далее и тому подобное. Читаем дальше. Новейший Oculus Quest 2, но это давно было сделано статья, аналогичен предшественнику, за исключением облеченного веса и габаритом. Ребята, это не вес, это кирпич на морде. Это кирпич на морде, я вам сразу скажу. Играть с ними более получаса, даже спортом заниматься более 40 минут, да какие 40 минут? 35 минут. У вас вот здесь вот будет все болеть. По фиксации шлема на голове написано у них, что хорошее. Это снова те же самые трусы и резинки. Жесткий ремешок, это ремешок от, прошу прощения, каких-нибудь трусов. И его надо тут же выбрасывать, потому что это вообще невозможно. Читаем дальше. Чтобы перейти из спящего режима в активное состояние, достаточно надеть гарнитуру. Это правда, я об этом не буду говорить. Игрок в 1 секунду оказывается в виртуальном пространстве. За исключением тех случаев, когда система постоянно обновляется, глючит и так далее. Вы должны будете перезапустить систему. А так да. Контроллеры Quest также подверглись модификации, т.д. 4 раза больше глубокой тактильной обратной связью. Вам понадобится только Oculus 2 контроллеры, идущие в комплекте. Отличное решение для использования дома. Вот эти контроллеры, ребята, с этими гигантскими кругами, какими-то непонятными вообще-то. Потом они их, слава богу, убрали. И, конечно, пластик, они говорят, он такой тактильный. Ничего тут особенного нет в этом пластике. Обычный пластик. Он даже не soft touch, то есть не прорезиненный. В них стоят аккумуляторы у меня. Эти аккумуляторы я заряжаю. Теперь давайте посмотрим дальше, как это. Вы видели полное погружение в игру. Скажу честно, полное погружение в игру у меня было только, когда я их ради этого и купил. Надеюсь, что такие игры будут выходить. Это Half-Life Alyx. Игра потрясающая, игра классно сделанная, ничего не могу сказать. Прекрасно отработанная. Я ее прошел. В некоторых местах там до дрожи все настоящее. И действительно, если вы такой же фан Half-Life, как я,
Если вы такой же фан вот таких шутеров с элементами Honor и так далее, то эти очки, и вы готовы выложить некоторую сумму, чтобы пройти эту игру, и вам негде взять и одолжить эти очки, да, покупайте. Но только учтите, для прохождения этой игры вам требуется очень хороший компьютер. Вам требуется неплохая видеокарта, чтобы там была. Я проходил, у меня тогда была RTX 3080. То есть и хороший процессор. По тем временам это был i7. Но это было уже пару лет назад, кажется так. Все остальные компьютеры, такие какие-то слабые, они как шлак будут. Они будут шуметь, перегреваться и ничего не тянуть не будет. То есть, если вы хотите играть в хороший шутер, вам уже нужна хорошая карта. Здесь вам нужна очень хорошая карта. А также он не должен глючить, на хороших оборотах работать. Почему? Потому что он будет передавать всю информацию в ваши очки со Steam. У вас там Steam у вас есть специальная типа комната и так далее и тому подобное. И это, конечно, неплохо сделано, за исключением, опять я скажу, что когда входишь в Steam и в эту комнату, ты опять, ты видишь, что это все нарисовано и так далее. Конечно, есть люди, которые там делают специальные комнаты, и ты к ним в гости ходишь и так далее. Но это все глючное тоже и так далее и тому подобное. Но выглядит неплохо. Более-менее нормально. Если взять, что вы пришли туда играть в Ajax, то Half-Life, то честно скажу, там действительно все проработано. Прошло не месяцы, а уже годы. Год или два. Где еще игры похожи на Ajax? Вы гордитесь, что Resident Evil здесь идет? И тот Resident Evil, который идет на этих очках, это игра, если я не ошибаюсь, поправьте в комментариях, если я ошибаюсь, эта игра, кажется, 4-5-летней давности. Вы что нам подсовываете? Игру 5-летней давности по немалой цене для того, чтобы я ощутил себя в виртуале? Как-то сомнительно это. Если вы нормальный игрок, это вам нужно. Что вы еще можете предложить? Какой-то гоночный симулятор? Пока там настолько все хило и плохо. И что у нас с вами остается? Чем мы гордимся? Давайте посмотрим дальше. В качестве центральной части гарнитуры используется более мощный продвинутый процессор Snapdragon XR2, который продемонстрирует лучшие характеристики CPU, GPU, а также обладает поддержкой 5G подключения. 5G подключение у вас должно быть настолько стабильное, чтобы эти очки заработали, что я даже не знаю, зачем это вообще делать. Во-вторых, подключение к компьютеру не всегда нормально происходит по Wi-Fi, даже если вы в линке находитесь. Если такая мощная игра, как Ajax, если у вас не заменен, кроме компьютера и всего прочего, еще и Wi-Fi роутер последнего поколения. Слава богу, у меня Wi-Fi роутер последнего поколения, я играл. Но я попробовал в месте, где роутер не такого поколения, у меня игра крэшилась постоянно. Надо было покупать кабель. А кабель стоит, сейчас я вам скажу, Link Cable для нормальных игр с ПК стоит $50-80. Или там сколько-то евро. Вопросик. Что в нем такого особенного? Type-C, Type-C. Почему он должен стоить $80? Что? Такая жаба была, что мы купили просто этот гарнитуру. Давайте покупайте кабель. Давайте покупайте вот эту вот накладку. Давайте покупайте powerbank. Давайте покупайте такую у меня есть, не буду даже показывать, оригинальную кейс для переноса. Покупайте, 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 покупайте. И в конечном итоге ваша дешевая, как они говорят, игрушка вылезет вам в баксов 700 примерно. Я не про игры говорю. Я говорю про то, чтобы более-менее, если это можно назвать, комфортно играть. Впечатляющий выбор игр. Это вот я вам уже об этом говорил. Это, конечно,
Ну, полный фейк. Полный фейк. Давайте перечислим. Во-первых, так как отсутствие игр, а если даже какие-то игры, у него идет автономный нагрев тоже самой гарнитуры, 1,5-2 часа работы при температуре до 50 градусов Цельсия на лбу. Поэтому вы будете как в бане, если вас это устроит. Притом, может быть, мне сейчас скажут: ой, что-то у тебя не то с вашим мета, наверное, у вас брак попался. Да нет, ребята, я пробовал 2 мета, у меня их 2 одинаковых. То же самое. Теперь давайте про игры. Какой вы сказали впечатляющий выбор. Это вообще, для меня это аж юмор. Я говорю, Half-Life и все, больше ничего. Вы очень гордились играми такими. Asgard Wrath 2. Великое графическое унижение это можно назвать, а не игра. Плоские текстуры и всякая такая хрень, которая, если посмотреть на песок, он такой как ровный прямо. И вся графика это мобильная графика. И зачем вам этот мощный процессор Snapdragon, я не знаю. Бэтмен возьмем. Вы так гордились, вы будете Бэтмен Arkham Shadow. Это, я вам так скажу, его можно назвать коридорный Бэтмен. Это не Бэтмен со степенью там куда-то там бежать и что-то спасать и что-то делать. Если вы играли на хорошем дисплее, как у меня, допустим, у меня MSI Optic с хорошим FPS, с хорошей резолюцией до 4К, то это то, что вы наденете на лоб, ну, до тошноты будет у вас. Ну, Horizon Worlds. И что вы там хотели в этой игре? Там же пустая метавселенная, и графика даже хуже, чем Roblox. Что такое было там? Зачем? Зачем ее вообще выпустили? Ну и еще раз я вам повторю, Resident Evil 4 VR, гордость платформы, как они сказали. Это порт игры, теперь я вспомнил, какие 5 лет? 2005 года. Ребята, мы не в 2005 году. Вы о чем вообще? Это приговор инновациям всем. Вы показываете, зачем вы такое сделали сюда? Где? Если у вас есть игра класса Ajax и Half-Life, значит, можно сюда запускать такие игры, хоть и через компьютер. Где эти игры? Для чего вот это вот вообще тогда нужно было? Давайте. Какая-то мета-вселенная. Не понял, даже не понял, что это за метавселенная там. Мы с женой как-то попробовали, она одела свой шлем, я одел свой, и мы оказались вдвоем в ней, в какой-то там метавселенной. А где все остальные? Что это вообще за фигня? Не получилось, закрыли. А до этого впаривали всем, что это будет такой... Вообще там, вы там будете чуть ли не встречаться, и так будет классно. И так далее, и тому подобное. Но, что хорошее вот у этих? Я тоже сказал, что я все скажу. Неплохо. Если вы не обращаете внимания на графику, то некоторые игры на движение, там бокс или что-то, если вам пофиг на графику, там разбивать какие-то летящие шары, да, неплохо сделано, честно скажу. То есть неплохо. Но это не та реклама, которую вы сказали. Почему вы рекламируете то, что там нету, и завлекаете людей? Если бы вы выпускали вот это вот там в содружестве с Adidas, Nike или какими-то другими спортивными компаниями и выпустили туда виртуальные тренеры, виртуальные вот эти вот игры и немножко там давали какие-то другие игры, я бы все понял. А заодно бы еще снизили бы цену вниз. Это было бы понятно. А тут это выдавалось как какой-то прорыв.
десятилетия, прорыв куда? Я вот хочу задать вопрос моим зрителям. Это прорыв куда, как вы считаете? Прорывы бывают разные. Съел что-нибудь плохого, пошел в туалет, это тоже можно назвать прорыв, простите. Но если, допустим, ракета пошла в космос или что-то новое придумано, это тоже можно считать прорыв. Так прорыв куда десятилетия? Я жду ваших комментариев на вот эти все мои запросы, вопросы и разборы. План продвижения и маркетинг на нее, я даже не знаю, сколько там надо было затратить денег, чтобы оплатить вот этих всех непонятных фейковых обозревателей, которые просто там кипяток прямо из телевизора лился везде. Они там вообще, обалдевали от этого всего и говорили так. А в конечном итоге оказался полный фейк. Давайте сделаем вердикт по вот этому продукту. Я жду от вас также комментариев по этому продукту. Может, кто-нибудь его использовал? Может, кто-нибудь нашел игру, схожую с Half-Life Alyx на этой платформе? Может, кто-нибудь имеет какие-нибудь личные опыты использования этого продукта? Я жду ваших комментариев для того, чтобы мы это обсудили. Обязательно. Потому что, как я в начале фильма, точнее моего подкаста выложил, это лично мое мнение. А мое мнение это не значит, что оно правильное. Может быть, я в чем-то ошибаюсь действительно. Потому что я пытался с этим разобраться. У меня стоит, чтобы вы поняли, вот, подставка была для него куплена. Я такие надежды на него хранил. Вот на вот это вот. На подставку сейчас поставлю, даже вам покажу. Вот, у меня стоит подставка, вы ее видите постоянно здесь. У меня эти красивые, или какие бы они ни были, ставятся тоже так вот там. Как они там ставятся? Вот таким образом. Смотрите, как красиво у меня все. Это я вот сейчас подергаю, чтобы вы поняли. Это подставка моя тоже. Это вот этот вот шлем, это мой. Я его покупал для себя. Никто мне не говорил, типа, Вадим, купи и разгроми его. Купил уже давно. Пробовал его действительно везде. Пробовал его в разных историях. Ну, на данный момент я им пользуюсь только, если мне хочется что-то размяться, и мне не хватает дорожки и гантель, и мне хочется что-то такого быстрого, и я не хочу никуда там идти, бегать, и погода плохая. Да, я тогда пользуюсь, я там эти шары разбиваю, я там что-то прыгаю, но что-то дорогие прыжки получаются со скакалкой, грубо говоря. Не то, что там жалко, не жалко денег, да. Мы все не миллионеры, в отличие от людей, выпустивших этот продукт. Но за деньги заплаченные мы ждем адекватного ответа. А здесь столько времени прошло, а ответа как и не было, так и нету. Поэтому мой вердикт, мое мнение, этот продукт Quest 2, а также следующий продукт, Quest 3, в котором они могли что-то изменить по железу, конечно, но что на нем запускать так и не появилось, нету никакой поддержки. Мое мнение, это лживый продукт. Он не дает права им говорить о том, что он поддерживает и что он играет. Поддерживать он может все что угодно. Про это Quest я могу сказать, это не шаг вперед. Это бег на месте в очень-очень дорогих кроссовках. А в конце я попрошу все же поставить ваше мнение, подписаться на мой канал. Я жду ваших комментариев.
Этот канал говорит только правду. И правду говорит только о том, что мы лично знаем. И что я лично сам испытывал и пробовал на протяжении долгого времени. Спасибо вам за просмотр этого канала. Жду ваших комментариев. Еще раз спасибо и до следующих встреч.